Добрый день, уважаемые коллеги. Я работаю в отделе проектирования железобетонных конструкций компании Renaissance Construction. И, собственно, перейду сразу к постановке задачи. Когда мы конструируем какие-то нестандартные узлы железобетонной конструкции или в иной терминологии те самые D-регионы, да? Собственно, что мы раньше использовали до того, как познакомились с идеей статики детей? Искали решения, во-первых, в литературе или в каких-то пособиях, там, всем известно. Пытались делать линейные просто расчеты со стержнями, с бетоном. Делали нелинейные сложные расчеты в объемных конечных элементах. Также некоторые разы мы делали распорки и тяжи, ACI-евский и еврокодовский подход. Ну и иногда просто заказчику говорили: нет, не будет у вас тут отверстий, не будет у вас тут там каких-то таких вычурных вещей, значит, сделаем просто бетонную огромную какую-то колобаху и все. Соответственно, если сравнивать эти методы, то я бы сказал, что нелинейный расчет, в частности в Атене, то, что мы использовали последние несколько лет, он наиболее предпочтителен. Но у него есть существенный минус – это трудоемкость. И действительно, правильно докладчик предыдущий сказал, что от первой модели прошло полгода. Я считаю, что это достаточно много на самом-то деле, хотя результаты, возможно, оправдывают это. Соответственно, я добавил сюда последней колоночкой идея статика детейл, которая в своих задачах сочетает в себе только положительные качества. Но идея статика детейл работает по ACI и по Еврокоду. Соответственно, когда мы ее открыли, появилась задача: а как же применить это, можно ли применять в России? Первое, с чего начали, это диаграммы бетона. Диаграммы бетонов есть параболические, еврокодовские и двухлинейные. Были попытки подогнать параболические по площади к трехлинейной, но ограничения программы там не дали задать степень параболических функций больше 2, поэтому используем двухлинейные, создали, соответственно, свою базу материалов по СП для идеи статики. Что касается модели сопротивления бетона, то в идее статики учитывается понижение прочности при поперечном растяжении по кривой, которая приведена слева, которая достаточно близко похожа на ту, что приведена в стандартах для проектирования офшорных конструкций. И если именно показать область на диаграмме двухосного напряженного состояния, то она соответствует оранжевой области. То есть не учитывается повышение прочности при двустороннем сжатии. Таким образом, у вас ситуация, когда одноосное сжатие, или двухосное, или хомуты есть поперечные, они будут восприниматься одинаково. То есть это запас. Что касается ползучести, то тут подходы Еврокода и СП они похожи, поэтому нужно просто модифицировать нашу табличку и задавать прямо в программу коэффициенты ползучести из СП. Диаграмма арматуры, соответственно, тут тоже все достаточно просто. Пользовательскую диаграмму в программу можно задать любую, вопрос только остается с тем, что делать с нашими диаграммами, как их задавать. Учитывать понижение прочности для поперечной арматуры, для сжатой арматуры. Или, опять же, можно обратиться к пособию, где приведены полные диаграммы арматуры. Но тут тоже возникает вопрос, какие для нее критерии наступления предельного состояния. Сцепление арматуры и бетона здесь реализовано по упрощенной схеме. Двухлинейная диаграмма на графике красным цветом показана. То есть по достижению предельной прочности сцепления начинается площадка текучести. Собственно, вы видите сравнение с модул-кодовскими кривыми, которые наиболее часто используемы в таких расчетах нелинейных. Они гораздо, у них прочность гораздо выше, собственно, в идее статики расчет запаса. Что касается самого предельного сцепления, то в Еврокоде предельное сцепление, оно несколько ниже, чем в СП, поэтому можно, в принципе, смело просто оставлять то, что там есть, и понимать, что проектирование в соответствии с российскими нормами будет, в общем, удовлетворено. Ширина раскрытия трещин считается
по, собственно, идеологии это интегрирование разницы деформации между бетоном и арматурой. Идеология-то она присутствует и в Еврокоде, и в российском СП, хотя и завуалировано несколько. Но определяющая модель из-за того, что определяющая модель идеи статики, она имеет свои особенности, поэтому разница в результатах есть существенная. Собственно, здесь некоторые сравнения приведены. На стандартных сечениях оранжевым показаны раскрытия в идее статики, красным в СП. И по большей части в идее статики деформации завышены. Значит, ну и для плиты, допустим, при почти одинаковых напряжениях по СП и по идее статики это пунктирные линии, у нас получается, что в идее статики от 2 до 3 раз больше ширина раскрытия трещин. То есть 90% случаев, вообще говоря, можно полагаться на идею статику и знать, что ПСП будет меньше. Но ПСП просто иногда нельзя посчитать трещины в каком-то узле. Да? Поскольку до этого мы использовали Атену для решения таких задач, то интересно сразу же стало посмотреть, почувствовать, а какая разница между Атеной и идеей статики. Поэтому мы взяли стандартные задачки из атеновских пособий и смоделировали в идее статики. Там сравнили главное напряжение, деформации, собственно, картинка похожа, но накладывает свой отпечаток то, что по идее статики бетон не работает на растяжение. Вместо бетонного растяжения модифицируется диаграмма растяжения стали для учета так называемого tension stiffening, по-русски, к сожалению, забыл. Повышение при растяжении. Ну да, в общем, повышение жесткости при... Да. Далее напряжение в арматуре, напряжение сцепления. Ну, со сцеплением я немножечко схитрил, все-таки я задал в Атене такую же диаграмму, как в идее статики, хотя это не очень правильно, потому что диаграмма идеализированная. Ну, собственно, конечно, характер получился похож, что вот там тоже увеличение КП. По перемещениям в идее статики заметно больше получилось, и по трещинам, соответственно. Что касается перемещений, вот здесь на графике оранжевая кривая идея статика, и видно, что она больше и по сравнению с экспериментом, и по сравнению с Атеной. И даже сами разработчики, они об этом открыто заявляют, я, правда, их не вижу, где они открыто заявляют, что да, в идее статики завышаются перемещения. Но в конце концов, программа же для проекта. Вот тут вот в Атене такие вот достаточно интересные кривые, связанные с появлением магистральных трещин. Если мы упростим кривые, то видно, что характер тоже идея статика достаточно неплохо повторяет, просто с увеличением деформации. И, естественно, поскольку бетон не работает вообще, то нет на кривых начальных площадок до образования трещин. Несколько примеров из нашей практики. С чего начиналось? Это то, что у нас была вот такая подпорная стенка, в которой должны были быть продольные отверстия, там всякие лючки, и нужно было посчитать эти разрывы сплошности, ну и заодно вот опорное сечение. Как процесс построен был? Произведена была оценка, найденные потоки напряжения, это то, что дает идея статика по своему там алгоритму оптимизации, законструировано сечение, и затем в режиме проверки уже с подобранными диаметрами произведена проверка. Другой пример — это балки с отверстиями. Запросили у нас отверстия в балках, но зато потом благополучно все инженерные системы перенесли на этаж выше, поэтому отверстия стали декоративными. Значит, вот она модель в идее статика Detail, выглядит вот так вот. Соответственно, здесь уже производилась проверка, потому что рабочая документация была выполнена несколько раньше того, как у нас, как мы узнали об идее статики Detail. И критерием было минимальное воздействие на прочность и деформативность балки. То есть столько отверстий поставить, чтобы можно было не думать об этих отверстиях. Ну, по результатам проверки видно, что задача удалась. Вот второй, третий пример — это как раз, значит, балка без отверстий, балка с отверстиями. По коэффициенту использования они практически не отличаются. Но видно, что можно наставить еще кучу отверстий, и все будет замечательно. По крайней мере, это можно почувствовать, количественно оценить.
По перемещениям, собственно, тоже такая же оценка. Также вот от заказчика там как-то были вопросы по чаше аквариума, там был капитальный ремонт, это в Москве, может быть, кто-то видел такую ситуацию, может быть, как раз был, там вода немножко текла, а чаша наша находится, что-то видео были, а чаша наша находится там внизу. Вот, соответственно, из глобальной модели вырезана четвертинка, аппроксимирована на плоскость, заданы нагрузки из конечной элементной модели и получены, значит, результаты по прочности, получены результаты по приведенной жесткости, которая потом использовалась для нормативных проверок уже в конечной элементной программе российского производства. Другой объект — это триггер высотного здания, который буквально недавно, вот эта башня более высокая, она прям, по-моему, на прошлой неделе сдалась в эксплуатацию в Москве-Сити. Здесь как раз у нас плоское напряженное состояние, и также произведен анализ этого триггера на 3 воздействия. Соответственно, ветра в плоскости этого триггера и прогрессирующее обрушение. Сама модель вот выглядит вот так вот в идее статики. Справа закрепление у нее по оси симметрии в ядре жесткости. Армирование очень плотное. Кроме того, арматура 600 и бетон брустол. Вот. Здесь тоже получены направления потоков напряжений. И можете вы мне попытаться прикинуть, где какое воздействие. Вот. Ну, теперь проверочка. Соответственно, первое. Вот у нас прогрессирующее обрушение, ветра. Здесь конструирование этих триггеров на самом деле мы делали при поддержке компании Howells & Partners, которая сегодня уже упоминалась. То есть они там достаточно богатый опыт имеют, а это мы уже проверяли недавно на последней корректировке проекта. Ну, как результат получены, собственно, все силовые факторы в триггере. Я имею в виду деформацию, напряжение в компонентах железобетона. И последний пример. Проверяли идеостатику на прочность. Просто решили посмотреть, как вообще она может или нет. 67 метров высотой, ядро жесткости. Значит, замоделировано просто огромное количество арматуры, 350 объектов арматуры. Сделано обрамление тут всех отверстий, значит, гигантская модель получилась, хотя она весит всего 100 килобайт. То есть модель исходных данных весит 100 килобайт. Отдельного разговора, значит, заслуживают нагрузки. Как передать нагрузки из глобальной конечной элементной модели в идею статику Detail. Сразу говорю, idea Open Model нет, табличного ввода нет. Я попробовал задать где-то 5 нагрузок, 5 кусочков, и потом говорю, нет, все, я отдаю это студенту. Студент пускай, значит, мучается, не знает, что делает, но ночами сидит. Студент не растерялся, парень ленивый, в хорошем смысле. Все нагрузки из Excel, записал алгоритм, который, ну, просто действие на экране, да, который просто копирует из Excel и вставляет в идеостатику. Правда, идеостатика чуть-чуть притормаживает, поэтому видео ускоренное в 300 раз, то есть нужно какие-то временные интервалы. Но в целом вот этот вот подход пока мне приходится, я сам тоже постоянно использую, для извлечения результатов тоже приходится тоже постоянно использовать вот это вот программку Clickerman, ну, неважно, я думаю, много таких программ, которые воспроизводят действие экрана. Это оказалось очень применимо, пока мы ждем, значит, идею Open Model. Загуглил. Значит, в результате, на самом деле, цель была какая? У нас часто приходят стройки, объект живой еще строится в Петербурге, часто приходят запросы в стройке, а вот нам надо здесь сделать проемы, чтобы вынести опалубку, там еще чего-то. Соответственно, чтобы проверить вот такие вот проемы. Ну, вот проемы выделены кружочками, видно, что они тут, в принципе, ни на что не повлияли, и у нас самые главные опасные места внизу. Конечно, это было видно и по линейной модели, но чтобы получить все-таки количественную оценку, такая работа была проделана. Хочу сказать, что очень сильно модель тормозит, то есть я просто переключаюсь между режимами, и нужно ждать там, порядка 2 минут, чтобы получить отклик. Поэтому работать тяжело. Такое мы больше повторять не будем, пока не будут внесены соответствующие изменения в
программу. Надо показать разработчикам эту модель обязательно. Да, значит, ну и к разработчикам у меня на самом деле, я надеялся, что они тут будут сейчас. Сейчас подойдем. Вот, но, к сожалению, я, значит, так расскажу, значит, чего хотелось бы. Ну, хотелось бы 3D, да, настоящий 3D. Но мы понимаем, что платить за это придется временем расчета, конечно же. Также хотелось бы, чтобы они ускорили интерфейс, конечно. А то как-то обидно, когда у тебя стоит дорогущая видеокарта, а программа 2 минуты просто откликается на то, что перестраивает какую-то геометрию или, не знаю, что там она перестраивает. Внедрение российских норм, чтобы не пришлось вот эти вот подгонки какие-то, да, делать. Добавление, хотелось бы, деформационных и температурных нагрузок, сейчас только силовые. Этапности тоже в идее статики Detail нет, хотелось бы видеть этапность. Контакты приходится задавать при помощи давления и вырыва на анкеры. То есть нельзя, нет одностороннего контакта стали и бетона. Возможно, в перспективе какие-то автоматические интерфейсы для стат-болтов. И пользовательские законы сцепления для моделирования, допустим, усиления там, углепластиком или другими какими-то материалами. Вот. Ну, надеюсь, что вот мы в 2020 году как раз что-то из этого увидим. Вывод у меня следующее, что можно уже использовать идею статику, тем более сертификат уже есть, насколько помню, SP63 там по формальному признаку добавлен. Затем можно в программе не только рассчитывать уже готовые узлы, можно реально их конструировать. И то, что сегодня сказали разработчики, они шагнут еще дальше в этом направлении. И то, что не совсем по нормам, трещины и деформации, у нас почти всегда мы находимся, так сказать, мы в запасе. Вот. Всем спасибо. Спасибо большое, Павел. Действительно, я так не ожидал, что такие модели Detail проживет, да? Вопрос последней модели. Довольно высокая стенка, 100% сжатая. Как учитывался коэффициент дальнего изгиба, если его в идее статики нету как класса? Стенка шириной 9 метров, в поперечном направлении также есть другие стены, тоже по 9 метров. То есть это часть ядра жесткости большого, поэтому там... Не было вопроса устойчивости. Спасибо. Да, ну и здесь хочется сказать в заключение, что продукт на самом деле появился буквально в 2017 году, вышла первая версия, и в 2020 году она выйдет с новым интерфейсом, с новыми возможностями. Мы, честно говоря, очень ждем. Спасибо большое, давайте похлопаем.